Привет, дорогие друзья! Привет, Захар! А мы находимся в Кирове, в нашем чайном клубе в Кирове. И сегодня я с руководителем нашего клуба в Кирове поговорю. Как-то так получилось, что мы в прошлый раз поговорили. И все... Хорошо поговорили. Хорошо поговорили. Надо еще хорошо поговорить. По тому случаю, чтобы очень хорошо говорилось, мы сегодня попьем Loudon Van Meijeren. Кстати, вот оценили, как пахнет. Аромат очень неплох. И у вас такая интересная идея. Вернее, она родилась у меня, но Захару она тоже понравилась. Мы решили поговорить о портрете того человека, кто пьет чай. Да, то есть кто это вообще? Потому что в разных контекстах в разное время возникает этот вопрос. У нас он возникает тоже в разных контекстах в разное время. Так как мы все-таки продаем чай и делаем клубы, интересно, кто вообще к нам должен приходить, наверное, да, то есть и кто приходит. А я еще пытался настраивать таргетированную рекламу как-то и понял, что это бесполезно. То есть вот той самой целевой аудитории в привычном понимании не существует. Может быть, она существует, но мы пока имеем не слишком большое количество данных. Надо еще лет 20 таким образом поработать, мы работаем. Big Data соберется. Big Data, да. То тонкие настройки. Какие-то данные мы вычислить не сможем, а может быть какой-то портрет, который ты знаешь из такого, скажем, эмпирического исследования уже приходящих гостей. Вообще это интересный вопрос. Да, действительно, вот мы открылись чуть меньше года, и все это время я ломал голову, кто же является, кто же к нам ходит, пытался что-то наблюсти, наблюл. Наблюл, что универсального рецепта нету, но что-то тут общее, видимо, есть. Значит, если ранжировать по возрастам, самое раннее, наверное, к нам приходят где-то года в 2. Еще чай особо не пьют. Это обычно с родителями. Некоторые приходят уже осознанные где-то к 4-5. К детишке. Но это... Что спрашивают? Что спрашивают? Да. Они пока ничего не спрашивают, у них обычно родители спрашивают. Мне долго юмор доходит. Ты сказал в 2, я сижу такой анализирую 2 года. То есть 2 года уже пьет чай, и только после этого доходит. 2 года. Теперь я посмеюсь тогда. Дошла шутка. Но это такие уже люди, которые... то есть это дети чайных людей. По генетическому, может быть, признаку или как-то были отобраны в этот пул. Их не будем брать. Следующий, значит, большой такой пул, получается, это школьники старших классов. Школьники младших классов как-то совсем нет, потому что для них там пуэр рыбой пахнет любой вообще от слова совсем. Где-то к 10-11 некоторые созревают и прям начинают постоянно ходить. У нас есть некоторое количество. Скорее всего, мы их вам скоро передадим. Они собираются уехать из Кирова. Как раз в Москву или в Петербург. Дальше студенты. Студенты очень разнообразные и не очень много. А потом начинается все самое интересное. Поскольку у нас поток не очень большой, в основном я со всеми пил чай. Это как раз и интересно. Да. У тебя было время со всеми пообщаться, познакомиться и получше понять. Очень интересный опыт был на новогодних каникулах. Тут прям широкий спектр самых разных людей. Только что из Канады приехал в мой чай. Из Нью-Йорка барышня приехала в мой чай. Или, например, пьешь здесь чай с ними, а потом смотришь в Инстаграм, а там как раз где-то барышня гуляет уже в стороне Запада. Очень распространенное явление, то есть что-то... Это ведь какой-то особый стиль, какое-то особое мышление. Тоскующие по родине. Я скажу так, что просто дело в том, что на Западе нет чая нормального. Вот это главная беда, и у нас это очень часто. Мы только что были в Воронеже на дегустации, и там, молодой человек, Андрей, по-моему, прошу прощения, если имя перепутал, по-моему, Андрей. Он живет в Ирландии, и мы с ним знакомы на Фейсбуке, он обычно к нам ходит в Москве на чистые пруды. Но так понял, что в Воронеже тоже у него там корни или друзья, или что-то еще, он оказался в Воронеже. И он меня встретил на дегустации в Воронеже, где он был очень рад. И это постоянно такая история. То есть к нам просто приезжают русские и даже не только, кто живет за рубежом, за чаем и уезжают обратно с полными чемоданами, потому что там чая нет. Это такая история есть. И, то есть, особенно те, кто здесь, например, жил раньше, привыкли. Тоскующие, да? Тоскующие по хорошему чаю. Что еще делать? Может быть, это определенный стиль мышления. Открытый. И тоже. То есть путешествуют те, кто... Путешествующие. Да. Потом тоже большой пул людей, творческих специальностей.
Дизайнеры, владельцы дизайнерских каких-то контор, свободные художники. Но в основном люди завязаны так или иначе на рекламе. Если вот у художники у нас тут совсем рядом, и у нас был такой всплеск вот какого-то интереса со стороны художников, потом он вдруг как-то уплыл, и не так часто мы их видим, ну, не знаю по какой причине. А вот как раз дизайнеры и вот таких творческих профессий, да, это прям очень часто. Особенно это, мне кажется, связано с тем, что дедлайн подходит. Вот тот блинчик не подходит нам. Да. Они за ним прям приходят в первую очередь с дедлайном. Дедлайн подходит, нужно что-то делать. Есть еще много людей, кто вроде как хочу новых впечатлений. Тоже это обычно уже возраст, где-то после 35-40, мне кажется. И вот новые впечатления, особенно вкусовые, очень интересуют. То есть это гурманский такой момент, да, больше? То есть, или состояние, или что? Или все понемногу? И состояние, и гурманство, конечно. Здесь. Гурманство вот как раз, мне кажется, школьники. Состояние уже более такие... Мне почему-то казалось наоборот, что вот эта вот молодежь, значит, своего там этого гуфа понаслушались, хотя это уже было давно, уже 9 лет назад. Есть отдельная, значит, категория людей, кто вот такой, чтобы штырило. Они в разных группах тоже представлены, да? Ну, они в разных, но мне кажется, вот больше смещено в где-то вот 20-30 в этом диапазоне. Ну, младше меньше, а вот где-то 20-30, да, есть. Что их всех объединяет? Я не знаю. Вот все эти группы. Ну вот интересно, ты сейчас рассказал, а у меня, знаешь, вот тоже картинка, она просто чуть больше, потому что я там как раз вот только что проехался по всем клубам, и, собственно, ваш клуб последний из нашего тура большого. И я видел настолько разных людей, то есть даже мне вот говорили, что там Ростов, там город такой-то, или там Краснодар, город сякой-то. Каждый как бы пытается описать, что свой город, ну, какой-то вот такой уникальный. На самом деле это, конечно, так и было. Вот, например, в Воронеже было очень много девушек, но это, я думаю, из-за того, что там просто девушек много. Вот, нигде так много девушек не было. Потом, значит, в Иваново надо посмотреть. В Иваново. То есть надо клуб. Невесты. Да, все отлично, значит, точно. Следующий город будет Иваново. Я понял первую проблему, что надо открывать клубы в промежутках, потому что большие переезды, там 700 километров нет ни одного клуба, это не очень. Надо, чтобы каждые 200 примерно было по отчаянной. Но насчет людей, мне лично кажется, что описанную тобой группу можно смело добавить еще, скажем так, интеллектуалов и этих любителей точных наук, то есть программисты, математики, вот тоже как-то много почему-то технических специальностей. Замечал такое? И были люди, кто... Есть несколько человек, но вот мне кажется, они у нас меньше представлены. Ну, понятно. Ну, вот как хотя мы дружим с математиками нашими в РГУ. Ну, да. Ну вот, в общем, да, то есть мне кажется, вот это, потому что чай, он помогает сконцентрироваться, вот это все точные науки, и чай, по-моему, очень сочетаются. Тоже так же, как ученые, то есть любые какие-то профессии, требующие внимания, концентрации, вот этого вот всего такого. Вот потом еще отдельная история у нас тоже, это и в Москве, обратите внимание, очень много из каких-то органов всяких разных, там, МВД, ФСБ, это вот все. Вот МЧС прям тоже, и то есть потому что тоже работа сложная, ответственная там и так далее, и тоже много любителей чая оттуда. Не на всех работах можно что-то еще, а чай можно везде, поэтому как бы как-то так. Ну, у нас была интересная ситуация обычная совершенно, под Новый год мне один из сотрудников присылает фотографию, значит, здесь стоит Росгвардия. В форме, да? В форме, да. Все, пришли, короче, задали, да? Я срываюсь, прибегаю сюда, а просто там дальше-то... Зачем? Да, в тапочках стоят. Ну, значит, понимаю, все. В тапочках, да, в наших тапочках, просто вот, но в форме Росгвардии. Да, все, покупаю чай. Это вот там какому-то командиру на Новый год нужно было подарить. Слушай, ну круто. Это хороший показатель. Чай работает. Чай работает. Вот. На самом деле, знаешь, что у тебя интересно? То есть мы сейчас говорили про некие социальные группы, а еще интересно поговорить про психологический фактор, то есть почему человек начинает чай пить. Вот зачем он приходит за чаем. То есть, помимо того, что понятно, что есть какие-то его, когда его
его социальная группа к этому подталкивает, а другое, когда что-то внутри подталкивает, что, по идее, не имеет никакого отношения к социальной группе. Мы, например, сегодня говорили там с Настей про этот фильм «Море, которое мыслит». И там такой немножко артхаусовый фильм, и там, значит, главный герой постоянно подходил к людям на улице, спрашивал: «Ты кто?» И люди начинали говорить: «Я там, не знаю, там, поэт», или «Я там дизайнер», или «Я там, не знаю, там, продавец в магазине». А он говорит: «Не-не-не, это ты говоришь, чем ты занимаешься, а кто ты вообще, что ты?» И вот тут людей это ставило такое. Это прям как древний грек, там один ходил тоже с факелом, Да? тыкал в людей факелом, Да. спрашивал, кто ты. В принципе, да, 2500 лет назад ничего не поменялось. Но суть та же, да. ничего не меняется, на самом деле, по-моему. Почему же люди пьют чай? Вот, честно говоря, я каждый день практически, наверное, думаю над этим вопросом, и ответа на поверхности его точно нету. Потому что, например, есть один человек, девушка, и мы с ней пересекались несколько раз на мероприятиях, поили чаем. Потом она вместе со своими коллегами начала заниматься, значит, своим бизнесом. И один из ее как раз коллег большой чайный любитель. И он ее подсадил на чай. Потом мы с этой девушкой уже через полгода, как они постоянно к нам ходят, постоянно у нас пьют чай, разговариваем. И она мне говорит: вот слушай, сколько раз мы до этого встречались, ты мне там угощала чаем, но я думаю, ну что ты мне чай этот свой даешь, ну вот водички бы хоть налил, так пить хочется, ничего не воспринимается. Ну, то есть и особый чай это был вот так, Ну да. по барабану. Ага. Потом друг начал их угощать чаем, и теперь каждое утро, каждый вечер начинается в их семье с чая. Обалдеть. Очень, мне кажется, распространенное явление. Проводник. Да, проводник. Когда тебя приводит проводник вот сюда. Я понял. Через друга, через кого-то еще. Кто-то должен тебе показать, кто-то должен тебе какое-то количество литров чая в тебя влить. Я понял. И тогда начинается... Накопилась последняя капля, капнула, и в этот момент у тебя сработало, и такой пазл собрался, называется, да? А, кстати, есть такая штука. Мне кажется, что это как раз тоже к вопросу, ты в самом начале говорил про рекламу. Вот, я, например, мы одно время делали там, что только мы не делали, но, кстати, я пришел к мнению, что это вообще все абсолютно никакого смысла не имеет, кроме того, как людей просто поить, угощать чаем. То есть ты людей угостил, люди познакомились, поняли, что это такое, и по-другому, по-хорошему, с правильным чаем, да, в правильной подаче чая и не познакомить, в общем-то, получается так. То есть просто кричать: вот тут классный чай, там, да, приходите. Не работает, это однозначно не работает. Потом тут одна из наших тоже очень хороших друзей скинула буквально 2 или 3 дня назад такой мемчик ВКонтакте. Это кадры из аниме, там главному герою в чаване подают маття взбитые. Говорит: это что, чай, пробуй. Попробовал, и это, по-твоему, вкусно? И подпись, которую девушка нам прислала, когда первый раз оказался в чайной. Да, ну да. Что, это, по-твоему, вкусно? Не знаю. Вот у меня, например, такая история с кино была. Я просто как-то очень неравнодушен к кино. И сам что-то снимал. Продолжаю чем-то заниматься подобным. Однажды, как вообще вдруг задумался о кино. Это был 8 класс, и это был фильм Джима Джармуша. Я ничего не понял. А какой? «Пес-призрак. Путь самурая». Ага, понятно. Весь Восток, вот вся эта история. В 8 класс я приехал в кинозал ДК железнодорожников. Господи, что это вообще такое? С музыкальной школы мы посмотрели с мамой. И что вообще такое было, непонятно. Но через полгода я подумал: хочу пересмотреть. И мне кажется, с чаем то же самое. И потом вот затягивает. Раз. Хочется пересмотреть. Еще раз подойти к нему. Да. Ты не понял, а когда созрел, все раскрылось. Ну вот на самом деле действительно, по мне, так чай находится на каком-то таком стыке вещей, которые легко объяснить и которые объяснить сложно. То есть просто почему тянется? Потому что для меня это и какое-то хобби, это ритуал, это какая-то социализация. Это вот даже вот, ну не знаю, мы сейчас ехали в дороге, вот мы ехали, что-то такие вышли, что-то такие ходим, там что-то мы там перекладывали там всякие вещи, чтобы там багажник укомплектовать. И тут что-то просто вот вода вскипела, сели, пьем чай, вот все понятно сразу стало. То есть до этого момента что-то ходили, а тут сели, вот ты пьешь чай, вот все хорошо. Река течет, чай пьется, костерек горит, все как надо. Как-то вот оно сразу устаканивает происходящее вокруг. Чай становится таким фактором, который систематизирует твою жизнь, упорядочивает, лучше сказать. Зачем идти в гору?
Понятно, чтобы не чай попить. Ну да, Зачем идти в поход? Понятно, чтобы вечером попить чай. в походе, да. Ну да. А зачем еще зачем идти в гору? Ну да. Ну, как бы пойти, чай попить на горе. Чай попить. Красиво. Как-то вот и Еще сразу. можно в да. гости пойти тоже чай попить. То есть это как такой элемент жизни постоянный. Ну да. Но при этом, что включает, какой тумблер включается в голове человека, он вдруг начинает хотеть попить чай? Такой. Это загадка. Но, видимо, все-таки у каждого человека какой-то свой тумблер, он сложно прогнозируем. Мне кажется, что это какой-то момент осознанности, что тебе что-то такое вот надо. Ты можешь даже не очень знать, что именно тебе нужно, но в момент, когда ты, собственно, уже готов, ты, собственно, это находишь. Вот и все. Это просто это как некий инструмент, который тебе помогает решить некий запрос, так или иначе. Ну, лично так было у меня. Вот я, например, тоже чаем не увлекался, а потом стал увлекаться. Увлекаться стал почему? Потому что был запрос, был какой-то нужный продукт и досуг такой какой-то, который мне откликался моему состоянию. Крутой аромат, да? Тоже тут погрузился в пиалочку, не мог из нее выгрузиться обратно. И при этом, если ты погружаешься в чай, происходят какие-то видимо необратимые изменения в образе жизни. И, возможно, я предполагаю все-таки, как-то это действует на физиологическом уровне. Ну, по-любому. Долгосрочно ты имеешь в виду? Долгосрочно и обратно вернуться уже не хочется. Я имею в виду это. Что, например, когда человек знакомится с чаем, опять же, это вот несколько историй, таких, которые личностно, вот, ну, прочувствованные, да, в беседе. И у самого такое же, что вот ты познакомился с чаем, особенно с хорошим, не с чем-то, чай много где продают, с хорошим чаем. И после этого ты не можешь есть обычные тортики, потому что это просто сахар. И все. И тебе это неинтересно. Какая-то вот в особенности ты их не можешь есть с чаем. Да, но это что-то безусловно. Это пример, который привел кондитер. Вот занимается тортиками, занимается... Как же он там продолжил делать тортики? Так, в веганском кафе. Там не просто тортики, а какие-то вкусности, да, разнообразные. И они... Вот, приходишь к нему, начинаешь кушать, и это вот обилие вкусов. При этом они тонкие, они такие обволакивающие, погружающие в себя. При этом, говорит, плохо продаются. Потому что людям нужно, чтобы на килограмм торта было полкило сахара. Понятно. А тут сахара нет вообще. Ну да, это такая же проблема, когда с белым чаем. Ты когда пробуешь первый раз белый чай, это вода, кажется. Я просто помню, это Байхау Инджень, кто-то заварил, тоже очень такая яркая история. Это, может быть, первый, второй год увлечения чаем, даже, скорее всего, в первый. Пью Байхау Инджень, он мне кажется водой. А потом уже позже понимаю, насколько же на самом деле глубокий, сложный чай и тонкий. Тут просто забиты рецепторы, по сути, да, и получается чай утончает. Тут все. Внимание, вероятнее всего, ведь нету таких исследований, их нету, мне кажется, от слова совсем, но и понятно почему, потому что очень сложно их провести, что на физиологическом уровне что-то происходит. Ну да, я думаю, это каждый, кто чай пьет долго, он это точно заметил, потому что это невозможно не заметить. Но, может быть, не каждый до конца осознал и как-то систематизировал, что же именно произошло, как именно ты изменился. Вот. Но я так для себя отметил самое главное, то, что да, просто чай меняет общий какой-то настрой такой вот, да, жизненные и интересы, и увлечения, и круг общения, то есть как бы все в комплексе меняется. Но вот именно интересно, возвращаясь к нашей изначальной теме, в какой момент и кто именно к этому хочет прийти, и приходит ли он к этому осознанно или случайно. Вот такой момент. Потому что мне кажется, что тут все есть. Да? Возможно, что человек даже не понимает, просто ему как-то интуитивно тянет, что что-то интересное, какой-то такой Восток, что-то такое экзотическое, да, там увлекаешься, а потом в какой-то момент окажешься, так утром проснулся, а у тебя тут чубань уже, чайничек, там все, там, сидишь, чай пьешь. И понимаешь, что даже какой-то твой ежедневный такой ритуал, в который ты уже влился. Ну, то есть, вроде как-то должен быть ищущий человек, да? Ну, наверное. Вот что-то вот в нем такое. Да. Но что-то он искал, и вот он нашел. Либо он просто был любопытный. Мне кажется, что есть какое-то любопытство, любознательность, даже нет, пытливость скорее. Любознательность – это ты просто любишь знать что-то. Ищешь. Любопытно. А как же вот те гости, кому чтобы вштырило? И тоже любопытство. Точнее, у них пытливый ум, им хочется получить каких-то новых впечатлений. Просто у них впечатления находятся в более таких базовом таком фоне. Опьянеть, скажем так, да?
По-моему, это тоже хорошая штука, Да. потому что если ты даешь человеку вместо там водки, наркотиков, там чай, то это всегда благостно. Некая такая получается миссия твоя даже отчасти. Да, кстати, такие тоже вот у нас, ну, немного, но есть тоже гости, кто Целенаправленно. отходит от одного негативных пристрастий, да, к чаю, но это все равно такой маятник, который колеблет, сложно отказаться. Ну иногда вот, людям. нужно, видимо, еще больше каких-то удерживающих факторов на чае. Я еще заметил, вот по гостям, особенно кто давно в чае, с кем давно знаком, что многие из них начинали свой путь пробовать какие-то напитки, не только чай. Тогда, когда еще чайной культуры вообще не было, и был выбор-то, в общем, очень небольшой. Что изменяет сознание, что дает какой-то вкус, что дает какое-то состояние. Алкоголь. Мне кажется, это тоже распространенный такой ход, что люди где-то там в молодости пьют, потом это им надоедает, они понимают, что там никакого ресурса нету. Ну да. Но вот какая-то предрасположенность, Просто пить. ну вот что-то такое, я не знаю, я очень часто... Некое вещество, которое тебе должно быть твоим, да, вот, нужно найти. Что-то употреблять. Ну да. Замена ритуала. Ну да, но об этом, кстати, тоже много говорили уже, да, то, что вот даже вот сам по себе ритуал, то есть помимо того, что есть у него практическое назначение, да, там то, что вот мы заварим, так получается вкуснее, потому что правильная посуда, потому что чай раскрывается и так далее. А есть эстетическая составляющая, да, то есть там красивая посуда, там любоваться пиалой, там, да, там вдыхать, там чайничек поглаживать. А есть, собственно, сам по себе ритуализация действий. То есть ты вот действуешь, это входит в привычку, и тебе прикольно делать это именно так, вот в таком формате и так далее. А самый высокий уровень уже какой? Мне кажется, когда это все в каком-то комплексе находится, то есть это для тебя и каждодневный ритуал, но не ритуал через силу, что вот мне надо выполнять, потому что там в предписаниях священных писаний написано, да, об этом. А когда ты как бы умеешь чувствовать эстетику, умеешь, наверное, очень здорово заварить, что это увлекательно, что это красиво, во-первых, да, то есть как бы все вместе, потому что я, например, вот всегда, когда завариваю, я отмечаю, что у меня, например, не так. Например, я заварил сейчас некрасиво, там, да, неаккуратно. Или я, например, заварил, может быть, не очень вкусно, там, переложил чай, там, я люблю крепко заваривать, да. Или, может быть, я там вот момент о чем-то не том думал, там, вместо того, чтобы успокоиться, да, как-то сосредоточиться на действии или как-то там в суете какой-то это делаю, да, потому что мне кажется, что именно внимательное чаепитие, оно скорее про вот комплекс вот этого всего, вот то, что мы называем гармоничное состояние, да, то есть ты умеешь это сделать красиво, умеешь это сделать вкусно, умеешь там, сделать это интересным для тех, с кем ты это пьешь, сам пребываешь в каком-то таком благостном состоянии, подчеркивая собой вот это действие, имея еще какую-то индивидуальность, потому что каждый мастер, мне кажется, что он должен быть индивидуальным. И, по сути, каждый, кто чай пьет, он должен быть мастером, так или иначе. Может быть, даже если он это не сознает, даже если ты в кружке закидываешь чашку, ты кидываешь там зеленый чай в кружке, заварил, и ты тоже отчасти мастер, потому что у тебя же вкусно получилось. И когда дал другу эту кружку, наверное, он тоже получил какое-то удовольствие от этой кружки. Мастерство заваривать чайные пакетики. Ну, это просто вопрос подхода, конечно. А вот у меня такой вопрос. Особенно он у меня возник, когда я переводил видео путешествия на границе Китая и Бирмы. Ездили. И там вот прям чувствуется, что... Там же была такая история, что закрытая дорога, значит... Где мы там шли по тропинке, и потом еще пробили колесо? Там еще старые деревья нашли. Да. Вот эта история. В какой-то момент там видно, что вот прям сидишь уставший, просто вот, ну, такой, а потом еще что-то принесли, и надо это попить. Да. И логика-то какая у меня вопроса? А вот приходится пить наверняка много. Много. Очень много приходится. Сколько процентов из твоих чаепитий вот являются такими? Когда уже не хочется пить, но надо пить? Когда мастерство, а не когда это вот выбор товара. Ой, мало. На самом деле, вот супер вопрос. Я последние 2 года это начал делать, и причем я это начал делать по разным причинам. Во-первых, просто накопилось, когда я дома, накопилось просто столько красной посуды, что хочется ее выгуливать, фоткать там и так далее. Это когда гости заходят. Потом в путешествиях стал это делать по причине, на самом деле, когда мы с Колей ездили, один раз
У него прям очень сильный задел. Он сказал, когда мы 2 поездки подряд было, по почти месяцу. И в одной и той же компании, кстати, мы сначала поехали вместе с Сергеем, вот, который в Москве у нас на Южной, Ложкин. Вот, значит, с ним поехали. И потом второй раз тоже с ним поехали. Сначала это была Юнань, потом там несколько провинций. И, значит, он сказал, слушай, когда же мы наконец чай-то попьем? Потому что мы постоянно пили чай, вот, пробовали, то есть дегустация там пробников, или пошли на завод, нужно попить. А что просто, знаешь, вот сесть в горах, и у нас там с собой термосочек, или там у нас с собой грелочка, и мы такие сидим, и все красиво. И тут он такой, все, я больше так не могу, давай нормально, наконец чай попьем. И я с тех пор, вот после этой поездки, я старался всегда как-то, даже не сразу, где-то тоже еще 2-3 поездки прошло, пока у меня это в голове переварилось. И потом я, значит, поехал с кем-то там в этой уже компании друзей. Я понял, что на самом деле это же очень красиво и круто, когда ты кого-то берешь в Китай, и ты не тоже там куда-то там приходишь и где-то там чай пьешь, а ты вот можешь сам где-то в горах, в лесу сесть. Я с тех пор запасся, значит, этой сумочкой. То есть я ее и до этого возил, но иногда бывало, что даже не использовал. Сумочка, где у меня там куча всего. Вот, собственно, это тоже оттуда. Вот, и мы, да, теперь так чай пьем. Это как-то стало ритуалом таким своеобразным любых путешествий. И это очень круто, это совсем другое ощущение. А в чем отличие? Мне кажется, потому что ответ на этот вопрос нам даст ответ, чем отличается человек, который пьет чай из кружки на бегу, и вот ритуально. В чем отличие? Оно даже не то, что ритуально. То есть я просто на самом деле боюсь кого-то напугать этим. То есть отчасти я хотел бы сказать, что это на самом деле очень просто и легко, и это не какой-то там, ты становишься каким-то там таким сакральным мастером, который там все это там возвышенно чувствует. Там. Это абсолютно не про это, ну, для меня, по крайней мере. Хотя эта часть такого восприятия тоже может присутствовать. Мне кажется, что, знаешь, это просто какое-то умиротворение и про остановку. Я очень бегу всегда. Это вот индивидуально. Опять-таки, кто-то, может быть, так тормозит по жизни, что ему, может быть, и не надо лишний раз так затормаживаться. Вот. Но я вот очень бегу, и для меня это такой повод остановиться. То есть вот присесть, я присел, я пью чай. Я делаю это внимательно, неспешно, для себя делаю это красиво. И думаю о чем-то. Вот. И о чем-то, вот, я особенно люблю на природе, как я говорю про горы. Вот мы там на Тайване, в Хэхуаншань были, и прошлой осенью тоже были там с друзьями. И вот там пара ребят, кто со мной первый раз был в Китае, вообще они прям очень именно вот этой поездкой вдохновились. И вещи, которые вдохновили, это были как раз эти чаепития. То есть понятно, что им и каньон понравился, и красивые горы, и заводы чайные, и все это было интересно, и какие-то там ночные маркеты, и что-то такое, что мы там видели на Тайване, все было прикольно. Самое главное, что им запомнилось, это было вот это самое чаепитие в горе, и еще чаепитие, когда мы на берегу океана ночью вышли, тоже взяли с собой сумку, взяли термос, по подсветке телефонами, да, значит, пили в темноте чай. Вот, это как бы вот... И я тоже заметил, что для меня это стало как-то важно, потому что это создает какую-то красоту и какое-то вот чувство момента. То есть ты вот пьешь, ты уделяешь внимание этому, да, и ты делаешь какое-то красивое действие, просто как некий такой вот часть сюжета, скажем так, твоего дневного. И именно в этот момент ты останавливаешься. У тебя как бы прекращается какой-то вот спешка куда-то там, или нам что-то надо, нам никуда не надо. Мы пришли, мы чай пьем. Вот это вот, пожалуй, так. Ну, то есть остановка в беге и нахождение в моменте здесь сейчас с самим собой рядом. Ну да, и с самим собой, ну и с друзьями, если ты вместе пьешь. Это и красиво, и это как-то вот... Если попробовать провести такую параллель совсем с другими, да, вещами, которые совсем из другой оперы, курильщики. Да. Останавливаются покурить. А я думаю, что это похоже. На самом деле, я думаю, мы же говорили про замену ритуала. Да. То есть, по сути, там, как вот тоже говорит, там, пиво в область телевизор, да, или там табачок, там, трубка, там, и какое-то там кино, там, или там, там закат, там, кто что, или кресло, качалка, там, да, это тоже же какая-то ритуализация какого-то процесса. То есть, человек привыкает и рождает в себе какой-то культурный досуг. Назовем это так. Это культурный досуг. То есть, например, для людей, любящих выпить пиво в пабе, наверное, бы вот этим моментом было бы там, вот я гуляю по какому-нибудь европейскому городу, и там какой-нибудь район, где много старых, красивых каких-нибудь баров или пабов. Мы сейчас гуляли по Амстердаму, я вот это вот увидел там. И я понимаю, насколько мне там не хватало чайного клуба. То есть я бы там зашел с удовольствием в любой там другой чайный клуб, просто чтобы он был. Но там никакого нету.
И поэтому я заходил там вот, с другом, он, сок пил, как бы. То есть, мне, как бы, собственно, поэтому мы там сели просто на улице, в конце концов, в лодку сели, чай попили, там, еще где-то сели. Потому что хотелось именно вот этого самого, не хватало, уже привык, да, то есть уже составил себе какую-то картинку, что надо чай попить. Что у меня сейчас получается в голове? Такая картинка, что есть очень большой процент наших сограждан, да вообще, наверное, всего мирового населения, у которого досуг это из-за того, что ты замученный на работе, у тебя куча проблем. Прийти домой, отдаться на поток чему-то, говорят что-то по телевизору. Да, включить телевизор, он там фоном где-то играет, причем в одной комнате один канал, в другой, там между радио и телевизором. Не потому, что люди плохие, потому что они живут в таких условиях, что расслабиться сложно. Ну да, ты себя насильно расслабляешь. На самом деле это еще вопрос неосознанности. То есть это просто тебе не хочется. То есть ты на работе, ты устал. То есть тебя там что-то грузили, там начальство, или ты сам там загрузился, и ты как бы пришел такой, вот тебе надо отключиться. Да, отключиться, вырубиться. Вот да, то, что тебя вырубило. Да, наесться, например, тоже метод. Да? То есть ты поел, у тебя вот это ощущение сытости, и все. После этого нужно чай попить. Вот. Чем отличается чайная тема? Да, если к ней подходить осознанно. Получается, это вместо того, чтобы вырубаться и отсутствовать как вообще живое существо, вот в момент своего собственного отдыхонахождения с самим собой, ты находишься самим собой. То есть ты пьешь чай, он тебя никуда не уводит, он не туманит твой разум, а он тебе позволяет отдохнуть наедине с самим или с друзьями. Да. Но ты отключаешься, просто отключаешься нормально. Скажем это так, я бы это так сформулировал. То есть это, поэтому говорю, опять-таки, возврат к замене ритуала. То есть ритуал нужен все равно. То есть каждому человеку так или иначе нужно что-то такое, что его упорядочивает, и что его какая-то привычка, которая приводит его к какому-то состоянию, которое он для себя условно считает хорошим. Ну, судя по всему, это опять же как-то биологически в нас задано, наверное, потому что ритуальность действия у животных тоже прослеживается. Тогда где где эта граница между неосознанностью и осознанностью, вот этот шаг? Только через проводника. Ну, получается, да. То есть тебя должны познакомить. И причем, скорее всего, человек, который тебя должен познакомить, тебе должен как-то импонировать. Потому что, по сути же, это, как знаешь, это сродни некому миссионерству. Я тут подумал, у меня же неоконченное богословское образование, я сидел в Воронеже на встрече. Значит, ребята тоже мне задали вопрос, про чай, там, что мне чай дают и так далее, почему я там завариваю, там, или чуть-чуть, я не помню точно вопрос, но я для себя в этот момент тоже ставлю такую штуку, что я, в общем-то, сижу и занимаюсь миссионерством, то есть я так или иначе перевербовываю осознанно, неосознанно людей как бы в свою веру, там, условно, да, вот для меня вот это. Пускай это не прозвучит для кого-то как какой-то сектантский бред, на самом деле, ни в коем случае, конечно, не так, я это так не воспринимаю, но это так может восприниматься кем-то со стороны. И поэтому, по сути, человек, он имеет право выбрать для себя, во что же он должен верить и куда же он должен ходить, к какому, извините, Богу молиться, да, то есть куда он должен тратить свою энергию, да, куда он должен приходить и воспринимать это как нечто, как часть себя, то есть сделать это каким-то своей частью жизни. Вот. И тут у него есть выбор, он может себе выбрать какой-то ритуал. И мне кажется, что просто если выбирать, то вот что-то чай, он очень такой хороший выбор-то получается. То есть ты, как ты сказал, да, то есть ты осознан, у тебя там нет каких-то последствий для здоровья, это социализация, это какое-то хобби, то есть очень такой вот он многоярусный, многоплановый, поэтому люди, наверное, такие разные притягиваются, потому что просто, мне кажется, притягиваются люди, которые осознанно притягиваются те, которые, например, хотят там от чего-то избавиться, и я просто много раз это замечал, уже есть даже сложившееся мнение в обществе, что чай там помогает бросить там, алкоголь, наркотики, что-то еще. Причем спокойно бросить, без надлома себя. Там, да, ты просто берешь, и тебе просто не надо. И это столько раз слышал от разных людей, что как бы, я абсолютно в этом уверен на 100%, что это работает. А второй момент – это то, что люди просто хотят найти, наверное, какой-то приятный досуг. То есть, как бы, грубо говоря, чай как некая экзотика, либо эстетика. А третий – это чисто прикладной, вот мне надо взбодриться. То есть туда же относятся те, кто твердщики, туда же относятся и те, кто просто как вот хороший вкусный чай там, да, попить, вот, с печеньками, там, неважно, с пряниками. То есть тут каждый сам себе находит. Потому что у нас же есть гости, кто, например, может быть, вообще посуду никакой не имеет и не стремится ее иметь, но какой-нибудь дешевый там чай за 250 рублей, там, хайчуган, который просто волшебный,
Вот, он как из сети по цене, но при этом вкуснее во много раз. Как мне в этом году просто такой куча отзывов на него уже, я горжусь, да. Вот. И тоже как бы есть. То есть как бы получается, что ответ одновременно на кучу разных людей с разными целями. Но при этом, по сути, может все эти цели воедино соединить и получим некого человека, который пришел за эстетикой, бодриться и получить какой-то ритуал. Бодрит? А бодрит. Я чувствую бодрость после, особенно после дегустаций. Ну, когда мы тут 20 чаев попьем, там, да, это вот. такое бывает. А вот реально, чтобы, меня, например, бодрит там физические упражнения. Я вот, то есть, как бы, нет, я понимаю, что он бодрит. Да. Я понимаю, что он бодрит похлеще, чем кофе. Но при этом... Другая бодрость такая. Другая бодрость, да? Ну да, конечно. На самом деле это просто индивидуально. Во-первых, как ты попил. То есть ты, наверное, скорее всего, любишь попить чай, скажем так, не заварить там чифирище себе какого-нибудь, да, а попить аккуратненько. Вот те, кто любит заварить, вот как я люблю заварить, мне однозначно про бодрость, то есть у меня почти любой чай про бодрость, так или иначе. То есть я не помню, чтобы я так попил чая и прям такой спать пошел, заснул. То есть как бы бывает, но реже, и потом по вечерам, например, чай стараюсь не пить, потому что мне кажется, он бодрит больше чая до сих пор. Хотя в каком-то смысле толерантность у меня тоже выработалась, и я могу там попить и заснуть просто, потому что не надо заснуть. То есть это про действие, мне кажется, оно исключительно индивидуально. Но есть сорта, которые бодрят по умолчанию. То есть там PR-шу бодрит, там, да, там, то есть для большинства моих друзей, знакомых, сотрудников это как бы вот такое топливо на утро. Попил PR-чика с утра и пошел. Туда же, по-моему, чао-ча, туда же гуандунские луны. Вот, они как-то тоже такие мощные. Кстати, это тоже такая распространенная, мне кажется, причина, почему люди пьют чай. Вот с утра, например, если я пью шупуэр, то я не чувствую, что он меня бодрит. Я чувствую, что он меня собирает. Там еще есть кипяток? Должен быть. Он меня собирает. Ну так это просто вопрос восприятия. Ты за счет своего склада, философское образование, да, ты больше осознаешь себя сам, больше осознаешь свои какие-то действия, состояния и так далее. И поэтому ты для себя это видишь вот так. Ты для себя это видишь как такую гармонизацию личности, скажем так, да, и концентрацию. А кто-то просто, например, не знаю, там, работает на стройке, там, или машинистом, или водителем, там, не знаю, или кем угодно, на заводе работает. И кто-то, у него конкретно есть задача. Я работаю на складе, мне сегодня надо разгрузить там 8 тонн товара, там, и это все разложить по полкам, там, и так далее. Я выпил ПР, у меня что-то от бодрости, там, и так далее. Например, у меня сейчас была история, как раз вот, все истории, они довольно близкие, потому что сейчас мы были в Ростове, и мы там с ребятами, сотрудниками ростовского клуба решили, значит, попить 5 ШУПРов, продегустировать. Была идея, именно дегустация, и ребята, каждый делился своим мнением, мне кажется, тоже такая хорошая традиция, будем это делать, о чае. И это было как раз перед, собственно, дегустационной встречей. Я скажу, я попил этого шу, вот именно там был только шу, 5 сортов. Я пил шу, у меня, наверное, была это лучшая дегустация, потому что я прям такой был заряженный. То есть было и весело, и смешно, я там шутил, и всем понравилось очень. Какая-то такая, одна из лучших, наверное, была встреч, очень задорная. И это однозначно я это связываю с чаем. То есть иначе по-другому это никак не свяжешь. У меня был подобный опыт, немножко в других обстоятельствах. Еще в 2014 году я, когда очень много работал преподавателем, у меня были пары с 8 утра в субботу. Это самые все ненавистные пары, субботы, 8 утра. Когда тебе нужно вроде бы отдохнуть, но вот... Ну да, и это и преподавателям тяжело обычно, и студентам тяжко. И... Можно было договориться, давайте, вы не придете, я никому об этом не скажу, потому что я сам тоже не приду. Да? Ну вообще... В принципе, мне кажется, вполне работающая вещь, но я себе еще тогда такого не позволял. В принципе, сейчас тоже особо не позволяю. Единственное, вот, может быть, в чайной мы собираемся. Я туда... Вместо института? То есть ты приглашаешь пары проводим здесь. Да, нормально? Ну, у меня был, значит, эксперимент в течение 2 месяцев, сентябрь-октябрь прошлого года. Он показал свои плюсы и минусы. В последнее время мы собираемся по исключительным каким-то моментам, либо небольшими группами. Всех подряд водить не надо, каждый день водить не надо. Вот, это вот такая показатель. Но когда какой-то творческий проект, да, действительно чай, он позволяет здесь концентрироваться и посидеть. Я, безусловно, не беру денег со студентов, угощаю. Вот, но это такое интересное. Мне кажется, для них это очень важно, потому что это запоминается, когда ты приходишь не в университет.
Так вот. И именно этот пару они точно не забудут. Возможно, посмотрим. Спросим лет через 10. Так вот, в 2014 году я в 8 утра приносил френч-пресс с Габой, мой чай. Угу. Тогда еще не было в Кирове ее особо. Но чай уже был. Но мой чай у меня был. Да. Вот, я приносил недешевую Габу вот, студентам, и интересно, но пары проходили хорошо. Нормально. Люди, то есть, что происходило? Я не скажу, что они начинали становиться бодрее. Они, что ли... Ну, им интересно становится, по крайней мере. Ну, да. Кстати, да, насчет чая раскрепощения, это, по-моему, тоже, то есть, социализация однозначно происходит. То есть, мы даже сейчас попили, я понимаю, что, с одной стороны, этот чай вот конкретно сейчас меня расслабил, потому что за рулем почти весь день, сколько мы там, 600 километров по дорогам, таким не самым лучшим, он как бы продлил мое состояние, то есть, мое тело сейчас желает отдохнуть. И чай, собственно, тоже мне помогает отдохнуть. А когда мне нужно взбодриться, он меня бодрит. То есть, как бы тут, мне кажется, чай, он чувствует вот это вот состояние. Но возвращаясь, наверное, к нашей первой теме про людей, которые пьют чай, надо знакомиться с максимально более глубокой стороной чая, либо в клубе, либо с кем-то человеком, который знает, и тогда ты наконец сможешь его понять, потому что основная такая ошибка у некоторых людей часто, бывает там, при знакомстве чая в правильном месте с правильными людьми, ты как бы гарантированно можешь там понять или не понять довольно быстро, то есть там за несколько встреч, несколько чаепитий. И тут как раз вопрос проводника, вот он очень важен, то есть если человек, который тебя знакомит с чаем, это не твой человек, это не тот человек, которому ты доверяешь, которого ты чувствуешь, который находит нужные тебе слова, объяснения, для чего это и зачем, то, в общем-то, ты, по-моему, к чаю и не придешь. То есть очень важно правильный проводник. Вот. Потому что вроде бы продукт простой, а с другой стороны, вот именно понимание глубинных каких-то аспектов чая, они могут только так прийти, мне кажется. Понимание того, что это просто вкусно, для этого нужно просто купить любой чай, попить и, все понятно. Вот. То есть это еще проще. Ну, то есть все равно должен быть изначальный запрос на поиск. Да. Это вот, как часто говорят, да, внутри какой-то поиск, то есть ты не знаешь, чего-то ты хочешь. Чего ты хочешь, а чего не понимаешь. В общем, мы пришли к выводу, что, друзья, если вы чего-то ищете, но не понимаете чего, что-то хотите, но тоже не понимаете чего, то точно вот приходите в клуб, в чайный. Скорее всего, вы что-то точно найдете. Не факт, что это будет именно то, что вам надо, но, скорее всего, будет. Ладно, друзья, всем огромное спасибо. Загар, респект. Еще приедем в Киров. До новых встреч. Приятных чаепитий.